Всем привет, с вами Гида, и сегодня вы узнаете, как легко и просто конспектировать и строить планы. Разберем приложение Tiki-Tiki и MiMind. Погнали! Мы уже на компьютере, и вот так выглядит MiMind на компьютере. Это, в общем, интеллектуальная карта, вы, наверное, видели. Я сейчас поставлю некоторые картинки, вот они так выглядят. По моему мнению, лучше делать через приложение, так удобнее, легче и просто. Потому что на бумаге там чертить, не чертить, еще ошибки делать, и тем более красиво делать сложно. А здесь удобно и легко. Так, вот я приготовил несколько шаблонов. Начнем с, например, книги. Вот сейчас загрузит там. Я разбил книгу на несколько ветвей. Это прочитал, план, брошен, сайт и читать. Вот, например, я недавно начал читать книгу «Биологию добра и зла». И здесь я уже поставил аудио. Так, заходим в еще больше. И здесь можно поставить аудио. Ну, через компьютер так, а через телефон можно сразу записать вот таким MP3, не MP3, а 3GP формате. Потом можно ставить картинку. Вот так она выглядит. Здесь изучение мозга. И, конечно, здесь можно заметки оставить. Вот. На телефоне все чуть-чуть по-другому, но смысл не теряется. Здесь еще можно ссылки ставить. Вот так, гиперссылку. А еще, например, в поздравлении, сейчас можем углубленно разбирать. Вот я сделал структуру, смотря разных видеоуроков о поздравлении, около 20-30, и сделал конспект. В общем, который, во-первых, мне понравилось, смысл одинаковый, и создал структуру и сделал ветви. Например, алгоритм для тоста. Вот, берем, ребро создаем, пишем там тост 2 и все. И дальше берем так, ребро создаем, и дальше можно создавать или наоборот другие ребра сделать. Вот так создается. Можно разные виды делать, перетаскивать. Так, примерно вот так они выглядят. Это мои. Вот, например, сочинение есть тоже. Для удобства есть поиск, например, автор. И здесь уже видно, где написано так. Здесь, там, если напишем comment.com, и здесь можно уже искать по всему карте, по всей карте. Вот, это для ЕГЭ, там проблемы и тому подобное, пока что не будем говорить. Если вам интересно, то все карты, которые есть, через ссылку в Google Текст под комментарием. Да, вы уже видели, здесь поиск есть, также здесь найти текст, режим просмотра есть, там вы не можете ничего двигать, просто просматривать, увеличивать, уменьшать. Опять же, редактор заходит. Здесь цвета тем можно менять. В основном я выбирал черный. Есть белый. Там разные. Кому как. Ну, мне нравится серенький. Так, цвет можно тоже по-своему менять. Есть менять шрифт по умолчанию. Жирный текст или нет. Уклон делать. Середина, не середина. Просто выбираете здесь задачи и нажимаете применить. Потом мульти. Это тоже как редактор, более удобный. Например, выбираем один из узлов, вот этот, и здесь можно уже, например, менять. Есть разные формы, есть вот так, например, так, шрифт менять, сохранять соотношение и тому подобное. Можно, например, связи строить. Вот это, вот так. Вот. Линию выбираем. И тоже можно менять
толщину, концы там кругленькие делать, без ничего, там вот так делать, таким образом, уклоны, вот. Душе как угодно можно делать. Как угодно можно. Цвет тоже можно менять в любой. Вообще удобно. Если у вас еще есть большой экран с сенсором, это вообще просто белись. Также здесь шрифт, назад, вперед. Это если вы ошибку сделали, можно Ctrl-Z нажимать или Ctrl-H вроде вперед. Например, я удалил, Delete нажал, и Ctrl-Z или назад и вперед, вот, и просто восстанавливать. Если вы ошибку делаете, она свойственно ошибаться, это норм. Так, и схема карты, вот, здесь все и расписанный текст, как списку по пунктам. Можно тоже так выбирать, смотреть, раскрывать, здесь все по пунктам. Так, дальше, цвет фона тоже по-своему можно менять, а можно выбирать. Ну, я оставлю вот так. Так, еще можно новые узлы создавать, например, текст 2 и давай. Это как самая главная тема, например, у меня сочинение, из него уходят другие. Это называется узлом, а все остальные это ребра и под ребра. Ну, как удобно, так и называется. По-моему, я так считаю. Потом есть помощь и настройки. Настройки там языки, здесь уже намного больше языков. Русский оставим, потом настройки ночной режим, можно менять экспорт логотипа. Так, вот это отключим, не нужно мне. Потом спрашивать перед сохранением изменения, когда вы выходите, сохранять или нет, он запрашивает сенсорная панель и вот куда вы сохраняете, сброс настройки. Это я оставлю, как есть. Потом и есть экспорт, это когда вот все данные можно сохранить в разных файлах, например, в Mimite, чтобы потом перекинуть кому-то, и он может в этом же приложении открыть, ну или дубликат сделать, копию, бэкап для сохранения в разных файлах. Вот. Ну, основном есть PDF и PNG. Если PNG не получается, то JPEG используем. Как правильно, JPEG. Вот. И здесь тоже выбираешь. Это только на платном можно так и делать. И сохранить как можно. Куда именно. Вот. Это вот, сохранится весь шаблон файла Mimite. Так, и все. Вот такой легкий, удобный. Еще я хочу вам показать. Ну, вы уже видели гиперссылки. Вот здесь вот так можно составить превью, например. Берешь так, гиперссылки ставишь, и у вас появляется, например, картиночка с названием, и можно делать разные вообще вещи. Там кино, которое посмотрел, не посмотрел, книги, которые прочитал, там, и вам не нужно искать ни обложки книг, ни название, просто ссылку ставим и все. Также я еще не показал вам, что здесь какие еще есть. Здесь переключатели есть, вот так, новый текст, там, не знаю, что-то напишем. И вот так появляется здесь текст с пунктом кругляшом. Потом можно менять список, как список сделать. Здесь тоже можно писать заметки, вы уже видели. Вот здесь пишешь, и потом если написать, то он становится синим. Потом соединение. Вот, например, я в плане уже вот это посмотрел, например, и прикрепить нажимаю, просмотрим, и он уже цвет меняет, и все, можно перетаскивать сюда и ставить. Потом делать дубликаты, схемы также можно менять, вот сгруппировать вот так вот. В одном узле, ребре, другие ребра если относятся, их вот так можно отделить.
от всего светом. Потом вырезать, картинку ставить, тоже гиперссылка, или там, если у вас на компьютере или на телефоне есть файл, то можно ставить. Так, из-за этого я перебрал разные приложения, но остановился на этом, потому что только в этом приложении можно сохранять разные файлы в JPEG, во-первых, PDF, Memite, и ставить гиперссылки, а еще картинки. Вот из-за этого это приложение в основном лидирует, по моему мнению, потому что я рассмотрел много их, около 10. Они то платные какие-то, стоят дорого, то через сайт нету, через приложение нету, ну, или коряво работает, тому подобное, и функционал маленький, а здесь удобно. Ну, может, вы еще, если вы начали более удобно и круче, то пишите, рассмотрим. Так, соединить можно разные, так, например, соединить приложение, и там появляется линия. Также размер менять и подобное. Ну, мы все это отменим сейчас, и все. Конечно, когда много-много гиперссылок делать, то она долго думает и комп грузит. Вот так сохраняем. Ну, по секрету вам скажу. Изюминка заключается в том, что синхронизация идет в Google Диск. Это круто. Просто если на компьютер написал, сразу же на телефоне. Так, там еще есть шаблоны, но они такие. Вот что я хотел вам показать. Также идем в приложение TickTick. Вот так его приложение TickTick выглядит. И можно через браузер заходить, а можно отдельное приложение скачать, тоже удобно, просто удобно. Здесь разные настройки. Вот сегодня у меня в основном для привычки я ставлю там делать фото, видео снять и спать, чтобы, а то готовить себе обычно бывает, что до ночи сидишь, а так ставлю напоминание и не забываешь. Там на следующей серии тоже есть. Вот у меня скоро военкомат надо идти. Так, вот у меня YouTube канал. Вот как раз для снятия видео можно вот так разбивать на столбцы, как список, и подпункты делать. Так, например, здесь заходим и вот так отдельное окошко вывести. Например, приложение, музыка, описание, вот так. А дальше, например, вам еще что-то надо написать. Вы заходите еще, и у вас опять появляется окошко. Там можно еще писать. Так до бесконечности. Ну, я больше 3 не делал. Вот. Также можно исправлять. Комментарии. Писать как обычный заголовок, вот так выполнять. Потом вот здесь я вот так перетаскиваю сперва идея, потом идея в план, а потом уже думаю заходить, переносить в видосы или нет. Вот. Потом можно, конечно, спрятать. Вот, я думаю, сейчас у меня есть недавно несколько идей делать их, что здесь с ними делать, снимать на них или нет. Вот как раз снимаю. Ну, можно как и сортировать по-разному, по дате, например, создания. Ну, и делать дальше новые секции. Ну, столбцы, то есть. Ну, здесь я видео, идеи для YouTube пишу. Так, здесь вот нужные вещи тоже как пункт сделал, вычеркнул, навыки вы уже видели, и план. Вот здесь планы, например, смотрю идеальная система заметок в Notion. Вот она здесь. Я разберусь и скоро на это видео сниму видос. Потом ЕГЭ тоже подпункты делать, видеоролики и тоже. Можно вот так. Здесь уже как заметки. Так, что можно сказать? Вот, например, отношения. И здесь как обычная заметка. Пишешь, что тебе нравится. Нет, вот у меня скороговорка здесь написана, которую я полгода, даже больше полгода читал, чтобы язык развить.
Так, вопросы. Здесь я сохраняю. Вот. Темы для разговора, вопросы. 100 штук выписал. А еще можно, например, заходить в какие-либо сайты и нажимать 3 точки и выбирать тик-тик, и они, ссылка попадает в входящий, и их переносить, например, вот так. Берем 3 точки, нажимаем и перемести в список. Выбираем, и оно переносится в той или иной группы. И например, Алиэкспрессе можно создать такой список, что вы хотите купить. У меня здесь вот так у меня покупки, напишется, что я хочу там купить, вот разные вещи. И здесь через ссылку можно переходить. Там есть корзина и резюме. Это то, что вы сегодня делали. Потом здесь выполненные задачи хранятся. Если нужно, можно обратно установить или посмотреть. Вот, например, 25-го что делали, куда ходили и тому подобное. Потом настройки. Покажу. Есть настройки есть. Выбираем русский. Запуск. Можно, чтобы запускался с Windows. Аккаунт. Вот. Есть тоже. Выбираем, что показывать, нет. Шаблоны. Ну, если у вас идеи нет, или что там. Календарь. Ну, только чтобы это сделать, надо купить, конечно, подписку. Здесь горящие клавиши и приложение. Легкая настройка. Так, можно смотреть календарь, только для этого нужно, конечно, снова же купить. Потом можно смотреть и привычки, архив. Ну, то же самое, как и на телефоне. Вот, синхронизация идет сразу. На телефоне написал и сразу на компьютере. Можно даже так текстом обмениваться. Так, еще что? Можно печатать заголовки и содержимое, как в текст, в лист. Потом уведомления есть. Ну, сейчас у меня нету. Так, еще что? Например, создадим новый список. Выберем какой-нибудь эмоджи вот такое. И напишем школа. Так. Школа. Выбираем цвет какой-нибудь, например, вот такой. Папка не нужно, список. Ну, примечание пусть скрывать не надо. Вот у нас школа появляется, и здесь можно писать, например, что нужно. Сразу. Здесь, например, не забыть карандаш. Карандаш 27 27 мая. Здесь вот так не работает. Вот, например, не забыть карандаш. И здесь перемещение. Можно вот так двигать, перемещать, дублировать, копировать ссылку. Если вы копируете ссылки и делитесь с ним, то человек, у которого есть, он может посмотреть, потом дату можно вот здесь поставить. Сегодня, завтра, или выбрать здесь. Но есть, через телефон можно сразу, нажимая долго на кнопку плюс, выходит аудио, и диктовая содержимое, сказать там, не забыть карандаш 26 марта, и сразу вывесится дата с напоминанием, и все. Вот так приложение удобно, легко, не так, что обычные заметки, там вообще не разберешься, там нету вот таких списков, а здесь список в списке можно сделать, еще о секции, вообще просто легко и удобно. Приложение Еще в приложении Tiki есть виджет.
заходим сюда. Так, и ищем. Вот они, вот такие виджеты. Конечно, здесь есть покупные, это на месяц и еще подробный месяц. Потом обычный таймер помодоро, там выполненные насколько заметки. Я покажу свои. Я пользуюсь вот этим, вот так. И здесь можно выбирать прозрачность. Обычно я вот так ставлю. И все. Например, вот так делаю. И размер меняю. И здесь уже можно посмотреть свои дела. Например, мне надо сделать фото, видео снять и упражнения. Упражнения я сегодня выполню. Вот, дальнейшие 10 дней. Там еще привычки тоже здесь отображаются. И еще пользуюсь виджетом вот таким. Вот так ставим и ищем. То же самое прозрачность. Ну, давай пусть вот так будет. Список меток, сортировка есть. И я выбираю, например, навыки. Вот здесь появляется. Можно выбирать, можно еще другие ставить, планы, например. И так, сейчас можно размер нельзя поменять. Вот здесь, так, книги, которые я хочу прочитать, и задания. Вообще есть разные, что купить. Надеюсь, вы узнали что-то новое, и это поможет вам. Ставьте лайки, и через неделю выйдет новый видос.